Сегодня, по желанию одного из наших дорогих подписчиков, мы поговорим про языки, которые являются самыми близкими к славянским, а также являются очень важным элементом при реконструкции праславянского языка. Сегодня поговорим о балтийских языках. Балтийские языки разделяют много общих черт со славянскими языками. Эти сходства объясняются по-разному, и об этом существует очень много литературы. Согласно одной группе ученых, эти сходства являются последствием того, что в прошлом славянские и балтийские языки составляли один общий язык, который в языкознании принято называть прабалтославянским. Согласно точке зрения другой группы ученых, эти сходства являются последствием того, что праславяне и прабалты на протяжении очень долгого времени жили в соседстве друг друга. Но прабалтославянской можно назвать только эту эпоху, а не и язык. Однако обе группы ученых признают близкую родственность прабалтийского и праславянского языка. Считается, что время прабалтославянского языка, несмотря на то, считаем ли мы его одним языком или двумя близкородственными языками, длилось примерно с 3000 по 1000 год до Рождества Христова. Раньше ученые считали, что прабалтославянский язык распался на два языка – прабалтийский и праславянский. В последнее время, однако, все более и более популярной становится теория, согласно которой прабалтославянский язык распался на три разных языка. На западно-балтийскую ветвь, из которой позже развились прусский, отвяжский, западно-галяцкий и, возможно, куронский языки. Затем на восточно-балтийскую ветвь, из которой в результате развились латышский и литовский языки, и на южную ветвь, из которой развился праславянский и потом из него все славянские языки. С самого начала своего существования прабалтийский язык был северным соседом праславянского. Он распространялся на большом пространстве, от нижнего течения Вислы на западе до среднего и верхнего течения Днепра, и далее на восток даже до рек Волги, Оки и Москвы. Об этом свидетельствуют названия многих местностей и рек на упомянутом пространстве. На юге граница прабалтийского была река Припять. Прабалтов от других индоевропейцев отделяли густые непроходимые леса, болота и Балтийское море. Некоторые ученые именно в этом видят причину очень большой архаичности балтийских языков, особенно литовского. Прабалтийский или восточный и западный балтийский испытали очень мало иностранного влияния. Деление северного ответвления прабалтославянского языка на западную и восточную ветвь произошло не позже 300 года до Рождества Христова. Ученые предполагают, что одна из причин делению на эти две группы – это сильное угрофинское влияние на восточно-балтийский язык и угрофинский субстрат. Угрофинские племена были северными и, возможно, восточными соседями балтов, предков латышей и литовцев. Все западно-балтийские языки, прусский и отвяжский, и еще, возможно, другие неизвестные, перестали существовать к XVIII веку. В прошлом территория, на которой были распространены балтийские языки, была намного больше той, на которой они используются сегодня. Эта территория сузилась в основном за счет переселения славян на бывшие балтийские территории и за счет немецкого империализма. Из западно-балтийских языков мы больше всего знаем о прусском. На нем сохранилось несколько источников. Это Элбинский словарь из XIV века, прусская хроника, первый и второй катехизис из 1545 года, третий катехизис или инхидрион из 1561 года и открытый в 1973 году Базельский фрагмент и еще некоторые другие менее известные отрывки. Прусский язык вымер из-за сильного немецкого давления. Немецкий Тевтонский орден оккупировал их земли уже в XIII веке. На протяжении следующих нескольких веков давление со стороны немецкого было слишком сильно. Последний носитель прусского языка умер в 1677 году. Языком пруссов стал нижненемецкий. Впоследствии прусская идентичность перестала существовать или перенеслась уже на немцев. Но кажется, в наше время не все так плохо. Благодаря усилиям любителей прусского языка
он на настоящий момент восстанавливается. В 2015 году вышел «Маленький принц» в переводе на прусский. На нем даже имеются YouTube-каналы, на которых вы можете услышать, как звучал этот язык. Ссылка будет в описании. А пока послушаем немного, как звучит прусский. Laban bēten, laban klinden kaut kas bēten visai mans, stāstamais kaut kas putra, kūtija. Erains ļūdis, turri svaisa kūtien, svaisa klinden kaut kas putaren, asturit stauīdan, mais kaut kas putaren. Спорт архаиска, спорт модерниска, спорт стентиска. Красиво, правда? О следующем западно-балтийском языке, ятвяжском, мы знаем очень мало. На нем сохранился или открыт лишь один источник – словарь под польским названием «Поганьское гвары знареву». Об остальных западно-балтийских языках неизвестно ничего, кроме нескольких глосс. Куда больше мы знаем о восточно-балтийских языках. В прошлом их было больше, чем сейчас. В эту группу балтийских языков входят все те, о которых будем говорить дальше. Со смешением куронцев, семигальцев, силонцев, латгалов и их языков возник латышский народ и латышский язык. Латышский язык в основном является потомком латгалского, с примесями языков других племен, особенно семигальского языка. В исторических источниках латышский язык появляется лишь с XVI века. Известнейшие источники на нем – это «Отче наш» из Упсалы с примерно 1530 года, духовные песни Юхана Эска и Николауса Рамма с того же времени, католический катехизис из 1585 года. Первая грамматика латышского языка была «Manductio ad linguam letonicam» Йохана Георга Рейхаузена из 1644 года. Первый перевод священного писания опубликован в конце XVII века. Литературный латышский язык развивается особенно в XIX и XX веках. Важную роль в его кодификации сыграли латышские языковеды Киршьянис Баронс и Янис Энзелин. В наше время латышский язык является официальным языком Республики Латвии. В нем существует 3 группы наречий. Среднелатышская, тамильская, то есть северная, и верхнелатышская, или латгалская на юго-востоке страны. Латгалские наречия иногда считают отдельным языком. Литературный язык основан на среднелатышских говорах. Современный латышский язык записывается приспособленной латиницей, напоминающей чешскую или хорватскую латиницу. До XX века латышский записывался готицей. Носителей этого языка, к сожалению, достаточно мало. И прошлое его было трудное. Сначала он терпел под давлением немецкого, а потом под давлением русского языка. На настоящий момент на латышском, как на родном, говорит всего около 1 300 000 латышей в Латвии и еще примерно 500 000 латышей за границей. Все вместе получается не больше 2 миллионов носителей. А звучит этот язык вот так. Tas nāca dziedādamas līgo, līgo, vainagiem izārus Latviju. Līgo, līgo, tas nāca dziedādamas līgo, līgo, vainagiem izārus Latviju. Līgo, līgo, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu vecumiņu. Līgo, līgo. Литовский язык. Самый благополучный балтийский язык – это литовский. Так же, как латышский, он зафиксирован в исторических источниках лишь в XVI веке. Впервые точно балтийские племена или племенные союзы были зафиксированы еще Птоломеем-географом в II веке. Это были ятвяги и галяды. До Птоломея неких аэстов упоминал римский историк Тацит.
До 8-9 веков предки литовского и латышского языков говорили на одном языке, который около этого времени распался на литовскую и латышскую группу наречий. Несмотря на то, что литовский язык засвидетельствован так поздно, он преобладает большой архаичностью. Древнейшие источники на литовском языке – это литовская молитва в Tractatus Sacerdotalis из 1503 года, дзукийские молитвы из 1515 года. Уже в 1547 году вышел протестантский катехизис. В его переводе и печати самую важную роль сыграл Мартинес Мажвидас. Другие труды на древнелитовском, которые еще стоит упомянуть, это катехизис из 1595 года, Постила Миколоюша Даукши и перевод священного писания Йоханнеса Бредкунаса с конца XVI века. Развитие литовского литературного языка было замедлено немецким и польским влиянием. Во времена польско-литовской Речи Посполитой литовский язык уступал место польскому и западно-русскому, рутенскому. До 1697 года в Великом княжестве Литовском официальным языком документов был рутенский или западно-русский. Можно сказать, язык предок украинского и белорусского языков. После 1697 заменил его польский. Литовский язык в основном использовался простым литовским сельским народом. С разделом Речи Посполитой литовский народ оказался в границах Российской империи. Литовский литературный язык некоторое время развивался хорошо, хотя грамотность среди литовцев была очень низкой. С 1865 года, после Январского восстания, со стороны Российской империи было запрещено печатать книги на литовском языке латиницей. Записывание литовского языка кириллицей иногда поддерживалось и приветствовалось. В целом же литовскому языку пришлось бороться с русификацией. Язык был запрещен в школах и в печати. Важную роль в непрекращении печатания книг литовским языком латиницей сыграли литовские родолюбы, жившие вне империи, и так называемые книгнешей, книгоносители, то есть люди, которые тайком вносили книги в литовские земли. Запрет на литовский язык был снят в 1904 году. В дальнейшем развитии литовского литературного языка важнейшую роль сыграл Йонас Яблонскис. Можно его назвать и отцом современного литовского литературного языка. С 1918 по 1940 год Литва была независимым государством, и литовский язык хорошо развивался. Во время Второй мировой войны Литва была захвачена Советским Союзом, и литовский язык вновь подвергся русификации прямой или косвенной. Хотя надо сказать, что даже при Советском Союзе он не терял свой статус официального языка. С приобретением Литвой независимости в 90-х годах литовский язык вновь стал развиваться свободно. Сегодня на нем говорит около 3 миллионов носителей, из которых примерно 2 миллиона 800 тысяч живет в Литве, а остальных 200 тысяч за границей. В современном литовском языке существуют две группы диалектов – аукштайтские, на основе которой создан литературный язык, и жемайтские. Литовский язык записывается латиницей, похожей на чешскую и хорватскую латиницы. Для нас, славян, он особенно важен, так как именно он является одним из важнейших элементов при реконструкции праславянского языка. Поэтому и для нас, славян, должно быть важно, чтобы этот язык сохранился и в будущем. И, наконец, давайте послушаем, как звучит этот язык. Tautų istorinę apžvalgą pradėsime galindais. Gentimi palikusią gilų pėdsaką ne tik Prūsijoje, bet ir teritorijose į pietvakarius nuo šiandieninės Maskvos. Rusų mokslininkai baltų pėdsaką Pamaskvėje aptinka jau pirmame mūsų eros amžiuje. Uralų kalbų tyrinėtojas Vladimiras Napolskis gyventojus, palikusius daugybę skulinių vietos финно-угру тautoms, vadina baltoslавais. Признаюсь честно, когда слушаю латышский или литовский, у меня прям мурашки по коже. А вам как они звучат?